На западе Тасмании, в диком тропическом лесу, куда до сих пор не положено нормальных дорог, лежит кратер диаметром чуть больше километра. Его почти невозможно найти без проводника, настолько плотно он зарос лесом за сотни тысяч лет. Но не в кратере кроется главная загадка. Она в осколках стекла, которые находятся за сотни километров от этого места, там, где по всем законам физики их быть не должно. Сегодня разберемся, как взрыв, случившийся 800 тысяч лет назад, разбросал материал так, что ученые до сих пор не сходятся в объяснении. Официально это место называется кратер Дарвина, в честь горы Маунт Дарвин, у подножия которой его обнаружили. Он находится в национальном парке Франклин-Гордон, в юго-западной части острова, среди одной из самых труднодоступных и малопосещаемых уголков Австралии. Диаметр кратера около 1,2 километра, глубина порядка 200 метров. По меркам метеоритных кратеров планеты это скромный объект, но именно скромность масштаба и делает загадку интересней. Небольшой удар не должен был разбросать метеорит на десятки, а тем более на тысячи километров, а он, судя по всему, это сделал. Стекло, которое находят вокруг кратера, называется дарвинским стеклом или дарвинитом. Оно образовалось в момент удара. Порода мгновенно расплавилась от чудовищной температуры и давления, взлетела в воздух, а затем застыла в полете, превратившись в неровные, витые, местами похожие на застывшую пену куски стекла, от белого и светло-зеленого до почти черного цвета. Возраст этого стекла ученые определяют примерно 800 тысяч лет, с точностью до нескольких тысяч лет в ту или иную сторону. Уже здесь начинается первая странность. Обломки дарвинского стекла находят не только рядом с кратером, их рассеянное поле, так называемое поле выпадания, охватывает территорию около 400 квадратных километров. Это уже само по себе внушительно для удара такого скромного масштаба. Но настоящая головоломка начинается, когда похожие по составу и возрасту стекла находят на другом конце света. Чтобы понять, почему это вообще возможно, нужно вспомнить, как вообще работает механика ударного события. Когда крупное космическое тело, метеорит или, возможно, небольшая комета врезается в поверхность планеты на скорости в десятки километров в секунду, высвобождается энергия, сравнимая взрывом сразу нескольких ядерных боеголовок. Порода в точке удара мгновенно испаряется и плавится. Часть этого расплавленного материала выбрасывается вверх по баллистической траектории, иногда настолько мощно, что покидает пределы атмосферы или, по крайней мере, поднимается на высоту в десятки и сотни километров, прежде чем начать падать обратно. Именно так объясняют существование тектитов, небольших оплавленных стекловидных камешков, которые встречаются на Земле разбросанными на огромной площади от места удара. Для дарвинского стекла классическая версия долгое время звучала просто: взрыв в районе горы Дарвин выбросил расплавленную породу, она застыла в полете и упала обратно на Землю в радиусе нескольких сотен километров вокруг кратера. Логично, физически, обоснованно, укладывается в стандартную модель, до тех пор, пока не начинаешь сопоставлять химический состав найденных образцов с образцами, найденными в совершенно других частях планеты. В 2007 году в Западной Канаде была найдена крохотная частица оплавленного стекла. Ученые проанализировали ее химический и изотопный состав, и результат оказался неожиданным. По всем ключевым параметрам образец совпадал с материалом из так называемого австрало-азиатского поля тектитов, того самого поля, которому предположительно принадлежит и дарвинское стекло. Австрало-азиатское поле тектитов – крупнейшее из известных на Земле рассеяние импактного стекла.
Оно охватывает территорию от Юго-Восточной Азии и Австралии до Индийского и Тихого океанов, и его принято связывать с единым мощным ударным событием, случившимся примерно 780-790 тысяч лет назад, то есть в те же геологические доли секунды, что и удар в Тасмании. Источник этого гигантского поля до сих пор точно не найден. Предполагаемый кратер где-то в Юго-Восточной Азии, возможно в Индокитае, либо полностью разрушен, либо все еще скрыт под осадочными породами или водой. И вот в чем проблема. Если канадский образец действительно принадлежит Австралоазиатскому полю, а источник этого поля расположен в Южной Азии, расстояние баллистического переноса составляет порядка 9000 километров. 9000! Это не осколок, отлетевший на соседний континент, это материал, преодолевший почти четверть окружности планеты по воздуху. Сегодня зона вокруг кратера Дарвина официально охраняется, сбор стекла на ее территории запрещен, и легально приобрести образец можно только за пределами заповедной зоны, у коллекционеров или через специализированные магазины минералов. Кратер остается одним из наименее посещаемых ударных кратеров планеты. Попасть туда можно только пешим походом через один из самых глухих регионов Австралии. Первая версия. Тасмания и Юго-Восточная Азия пострадали от одного и того же чудовищного события, только источник в Азии был значительно мощнее, чем предполагаемый кратер Дарвина, и материал разлетелся по всей планете единым слоем, просто с разной плотностью выпадания. В этом случае Тасманский кратер оказывается лишь второстепенным, локальным осколком куда более масштабной катастрофы, центр которой еще предстоит найти. Вторая версия куда более провокационная. Удары были не одним событием, а серией. Метеорит или комета раскололись еще в атмосфере на несколько фрагментов, каждый из которых упал в разных точках планеты почти одновременно, в пределах нескольких тысяч лет геологической погрешности. Исследование геологов, опубликованное в журнале, прямо указывает, расчетный возраст австралоазиатских и западно-канадских стекол составляет 785 плюс-минус 7000 лет, тогда как отдельное исследование стекло из Белиза в Центральной Америке датируется 769 плюс-минус 16 тысячами лет, то есть сформировалось в отдельном самостоятельном ударном событии, случившемся всего на 20-30 тысяч лет позже. Получается, что примерно в одну геологическую эпоху с разницей в считанные тысячи лет по меркам планеты, это почти одновременно Земля пережила минимум два разных удара из космоса, оставивших после себя поле стекла на разных континентах. Совпадение или свидетельство того, что 800 тысяч лет назад планета пережила настоящую бомбардировку. Сам кратер Дарвина был открыт далеко не сразу и далеко не по прямым признакам взрыва. Первые куски странного стекла нашли еще старатели и геологи в конце 19 века во время добычи олова в окрестностях горы Дарвин. Материал был необычным, легкий, пузырчатый, витый, исключениями, которые не встречались в обычных вулканических стеклах региона. Местные прозвали его окаменевшими водорослями. Настолько странной была текстура застывших складок и пузырей. Но происхождение стекла долгое время оставалось загадкой. Тасмания – вулканически неактивный регион, значит, версия с обычным вулканическим происхождением сразу вызывали вопросы. Более полувека геологи спорили. Одни считали дарвинит продуктом локального пожара торфяников, спекшего породу, другие – редким видом естественного минерала. И только в середине 20 века, когда методы анализа изотопов и элементного состава стали достаточно точными, стало ясно,
перед нами не земной минерал, а импактит, порода, образовавшаяся при ударе крупного космического тела. Сам кратер долго не могли найти визуально, потому что за 800 тысяч лет его практически полностью скрыл тропический лес юго-запада Тасмании, один из самых труднопроходимых и малоизученных ландшафтов континента. Его удалось точно локализовать только с помощью аэрофотосъемки и последующих геологических экспедиций, которые подтвердили характерную кольцевую структуру, типичную для ударов кратеров. В 1972 году, во время строительства дороги южнее города Куинстаун, строители случайно вскрыли крупное скопление дарвиновского стекла, включая одни из самых больших найденных образцов. Это стало неожиданной находкой. До этого момента считалось, что основная масса материала сосредоточена гораздо ближе к самому кратеру. Открытие заставило пересмотреть границы поля рассеяния и, соответственно, оценки мощности взрыва. По современным расчетам, в момент удара в атмосферу было выброшено порядка 11 250 кубических метров расплавленного материала. Это сопоставимо с содержимым нескольких олимпийских бассейнов, мгновенно испаренных и разбросанных на площади в 400 квадратных километров. Энергия удара оценивается как эквивалент взрыва сразу нескольких ядерных боеголовок, произошедшего за доли секунды в одной точке пустынного Тасманского Нагорья, где в тот момент, разумеется, не было ни единого свидетеля. Есть и еще одна деталь, которая делает историю чуть более человечной. Дарвинское стекло с его характерным зеленоватым полупрозрачным блеском привлекало внимание задолго до появления геологии как науки. Археологические находки показывают, что коренные народы Тасмании собирали и использовали фрагменты стекла как минимум еще в позднем палеолите. Материал был достаточно твердым и острым, чтобы служить режущим инструментом. А некоторые образцы находят настолько далеко от кратера, что единственное разумное объяснение – не баллистический разброс при взрыве, а торговля. Люди переносили красивые и полезные куски стекла с собой, обмениваясь ими на расстоянии в сотни километров задолго до появления письменности в этом регионе. Получается двойной слой загадки. Один пласт чисто геологический. Как объяснить перенос материала на тысячи километров, если баллистика одного удара такого масштаба этого не позволяет? Здесь у науки пока нет единого ответа. Либо источник в Юго-Восточной Азии оказался куда мощнее, чем считалось, и кратер Дарвина лишь его периферийный отголосок, либо мы имеем дело с серией независимых, но почти синхронных ударов, обрушившихся на планету в один и тот же геологический миг. Второй пласт человеческий. Как далеко способны разнести редкий красивый материал сами люди задолго до того, как у них появились письменность, металл или колесо. И этот пласт неожиданно пересекается с первым, потому что часть находок дарвинского стекла вдалеке от Тасмании объясняется не физикой взрыва, а древними торговыми путями, которые современная наука только начинает восстанавливать по крупицам. Сегодня зона вокруг кратера Дарвина официально охраняется, сбор стекла на ее территории запрещен, и легально приобрести образец можно только за пределами заповедной зоны, у коллекционеров или через специализированные магазины минералов. Кратер остается одним из наименее посещаемых ударных кратеров планеты. Попасть туда можно только пешим многодневным походом через один из самых глухих регионов Австралии. На сегодняшний день кратер Дарвина официально считается предполагаемым источником тасманского дарвинского стекла, хотя формально статус подтвержденного ударного кратера он получил далеко не сразу и до сих пор уточняется новыми геологическими исследованиями. Возраст события примерно 800 тысяч лет, с разбросом оценок в разных научных работах от 750
до 790 тысяч лет, что для геологических масштабов считается очень узким временным окном. А вопрос о том, что именно произошло на планете в этот узкий временной промежуток, один гигантский удар с аномально далеким разлетом обломков или серия почти синхронных падений в разных точках Земли, так и остается открытым. Ни одна из версий пока не подтверждена окончательно, и каждая новая находка стекла в неожиданной точке планеты, как тот образец из Западной Канады, только добавляет вопросов к и без того запутанной картине. Получается странная вещь. Маленький, скромный по меркам планеты кратер, спрятанный в тасманских джунглях, может оказаться лишь верхушкой куда более масштабной катастрофы, которую человечество пока не смогло толком реконструировать. Что если где-то под водой, под слоем осадочных пород, в неисследованной части Юго-Восточной Азии до сих пор ждет своего открытия настоящий источник этого одного из крупнейших ударных событий в истории Земли за последний миллион лет?